Брюгге – город в Бельгии в исторической области Западная Фландрия. Этот город удивительной архитектуры и очарования, один из самых живописных в Европе. Брюгге расположен в 20 километрах от берега Северного моря, недалеко от границы с Нидерландами. Поэтому именно голландское влияние здесь ощущается особенно сильно в языке, кухне, архитектуре. Расцвет города в эпоху Средневековья оставил замечательную архитектуру и множество достопримечательностей. Город как будто застыл на границе прошлого и настоящего. Гуляя по нему, ловишь себя на мысли, что ты попал в какой-то исторический фильм или очутился в настоящем Средневековье. Кстати, о фильме. Здесь происходит действие известной картины «Залечь на дно в Брюгге», который только прибавил городу популярности. Часто Брюгге называют Северной Венецией, потому что здесь соединяются три крупных канала, настолько глубоких, что по ним могут ходить даже некоторые морские судна. Климат в Брюгге умеренный. Так как расстояние от моря не столь велико, неудивительно, что город находится под сильным его влиянием. Обычно здесь довольно мягкие зимы и умеренное нежаркое лето. В Брюгге довольно часто идут дожди, поэтому обязательно возьмите зонты. Самые сухие месяцы – февраль и апрель. Самые дождливые – октябрь и ноябрь. Когда лучше ехать в Брюгге? Наверное, в любое время года. Город прекрасен в любой сезон и погоду, но особенно Брюгге красив в рождественские праздники. Также отличное время посещения – конец весны и лето. В Брюгге нет трамвайной линии, а уж тем более метро. Основное средство передвижения, кроме велосипедов, это автобусы. Удобно и тематично для передвижения арендовать конную повозку. Музей Брюгге. Брюгге – город музеев. Вот самый интересный из них. Археологический музей. Исторические экспозиции, связанные с городом и регионом. Музей пива. Все о истории и тонкостях бельгийского пивоварения. Музей-галерея Сальвадора Дали. Коллекция графического искусства знаменитого художника. Музей бриллиантов. Выставки алмазов, технологии их шлифовки и так далее. Дворец известных лордов. Богатая коллекция кружева, мебели и столового серебра. Музей пыток. Интересная коллекция артефактов в одной из старейших тюрем Европы. Исторический центр города – главная достопримечательность Брюгге. Гуляя по нему, создается впечатление, что это музей под открытым небом. Старинные улицы, очаровательные площади и красивые фасады зданий, которые, кажется, застыли в прошлом. Звуки лошадей, которые до сих пор ходят по улицам Брюгге, и малое количество автомобилей только усиливают это ощущение. Другой интересной достопримечательностью Брюгге являются знаменитые каналы. Благодаря им город часто именуют Северной Венецией. Эти водные артерии очень органично вписаны в архитектуру города, а живописные мосты и удивительно красивые пейзажи вас точно не оставят равнодушными. Мост Бонифация. Удивительно романтичное место Брюгге. Это небольшой каменный мост, построенный в начале 20 века. Является одним из самых молодых мостов города. Он быстро завоевал популярность и стал одной из визитных карточек города. Городские ворота Круйспот. Старинные ворота начала 15 века с двумя массивными башнями. Через эти ворота проходили армии Карла V и Наполеона. Здание суда. Красивое неоготическое здание, построенное в конце 19 века. Башня Богородицы. 115,5 метров. Кирпичная башня Богородицы иллюстрирует мастерство строителей Брюгге. Церковь демонстрирует ценную коллекцию произведений искусства.